Привет, друзья! Меня зовут Сергей Полянский. Сегодня у нас на обзоре гитара Schecter Reaper Elite FR. Поехали! Ну что ж, друзья, очередная вариация на тему гитары Reaper от компании Schecter. Я думаю, что есть множество фанатов этой формы среди вас, а также фанатов данной головы, как и фанатов, так, наверное, и хейтеров. Обязательно напишите, кому нравится, кому нет, в комментариях. И давайте же рассмотрим этот инструмент поближе. Что же это такое, из чего это сделано? Естественно, на первый взгляд сразу бросается, что этот инструмент с Флойдом. И здесь есть топ-лок. Флойд у нас прикольный, такой очень интересный, двухцветный. Да, основное тело Флойда Роуза сделано, в общем, из черного материала, да, винты сделаны из такого хромированного стального. То же самое касается и топ-лока. В общем, ребята из Schecter всегда подходят основательно ко всему, что касается дизайна. Далее, что бросается в глаза, это наличие вот этого датчика. Возможно, многие, конечно, из вас знают, что это такое, потому что этому датчику лет уже, наверное, 100-500. Называется он Sustain и позволяет, в общем, вашим нотам длиться практически бесконечно. Включается он вот здесь этим рычажком и отключается также просто. И здесь еще есть по соседству рычажочек, маленький трехпозиционный. Он переключает режимы работы. В общем, в разных режимах здесь просто добавляются гармоники. А если говорить совсем просто, то звук становится выше на октаву. То есть в нижнем положении, в общем, обычная нота, которая бесконечно долго длится. В следующем положении вот эта же нота на октаву выше, и в третьем еще на октаву выше. А чтобы уже совсем разобраться с тем, что это такое, давайте послушаем, как это все звучит. Возьмем любую произвольную ноту. В общем, и в бридже установлен датчик San Andreas. Также по классике здесь ручка громкости, ручка тона. На этой гитаре трехпозиционный переключатель звукоснимателей. И перейдем к материалам. Гитара сделана из красного дерева. Она полностью лакирована и покрыта, в общем, какой-то прикольной красной краской. Топ здесь сделан из клена, тоже здесь интересный такой градиент из какого-то бордового в алый. Тоже очень прикольный цвет, я думаю, найдутся любители среди вас. Гриф. На удивление, кстати, сквозной, что не так часто встречу в современном гитаростроении. Сделан гриф из венги, что тоже, в общем-то, такая достаточно нетривиальная вещь в гитарах. Хотя кто-то, может быть, со мной не согласится. Колки обычные. Так как здесь стоит топ-лок, производитель решил не увеличивать стоимость инструмента. Да, в общем, наверное, это и
по большому счету и бессмысленно ставить локовые колки на флойд. Если кто-то считает по-другому, и, в общем, есть какие-то лайфхаки, обязательно пишите в комментариях. Будет интересно почитать. На гитаре 24 лада, накладка на грифе сделана из черного дерева, и здесь тоже по классике уже люминесцентные точки сверху грифа. Ну, интересные, в общем, инлей здесь сделаны тоже какие-то нестандартные. Ну, стандартные для Schecter. Очень интересный, прикольный инструмент с прикольным, классным дизайном, в общем, таким кричаще красным, достаточно агрессивным и в то же время нежным. Можно это оставить, пожалуйста? На мой взгляд, инструмент тяжеловат. Возможно, это из-за вот как раз системы сустейник, потому что именно вот в этой части она кажется тяжелее, чем в остальных. Вот. Возможно, будет не очень удобно на ней играть долгие живые концерты, но фишка этого звукоснимателя, она в каких-то случаях наверняка перевесит чашу весов, потому что иметь такую штуку на борту очень прикольно. Потому что единственная альтернатива, которая есть у звукоснимателя сустейник, это электросмычок EBOW, но это, в общем, отдельный девайс, который надо в нужный момент будет схватить, включить, прислонить к струнам. В общем, куча всякого ненужного геморроя. Здесь все очень просто включается рычажком, и плюс к этому ко всему в реальном времени можно еще переключать режимы работы и сделать из этого дополнительную фишку в вашей игре. В общем, такой интересный инструментик. Если кто-то уже играл, обязательно оставляйте ваши комментарии под этим видосом. А если кто-то не играл, обязательно поиграйте, если есть такая возможность. И если кто-то еще не знаком с сустейником, думаю, точно зависните минимум на полчаса-час исключительно с этой штукой. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, заходите в наши соцсети, ставьте лайки, не забывайте давить на колокол. В общем, вы знаете, что делать. Оставляйте ваши комменты. Увидимся в следующих видосах. Пока. Можно я сделаю так? Давайте все дело, ты пока не включай звука. Я просто воткну на камеру. Мы так еще никогда не делали. Сейчас Сергей успокоится. Да. Что-то он разбушевался чуть-чуть. Все, мы рассказываем про палку Венги, черное дерево, краснуха, клен.